Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Доповедаю, что вопросы к пенсу обработаны, их пополнение прекратилось пока. Свет наконец-то есть, и я готов озвучить ответы на них. По ходу дела показываю фотозвит от деда и не только от него, и пару слов скажу про текучку в потребностях и отчетах. Но сначала вот это. Ощутите атмосферу. Привіт, друже. Отримав сьогодні від тебе нову пічку. І треба сказати, що це, напевно, найкраща пічка, яку я бачив. По-перше, через оцю інновацію. Зольник у формі висувної шухляди. Це просто геніальне рішення. Дуже зручне, не треба нічого совочком висувати. І тяга регулюється зручно. По-друге, це об'єм. Сюди можна засунути більш ніж півметрові дрова. Це просто супер. Третє, дверка виконана як в сейфі, для того, щоб її не повело від температури. Це теж суперове рішення. Четверте, зараз. Тут набагато зручніша комфорка, вона набагато більша і зручніше відкривається. Як бачиш, ми вже майже відро картоплі насмажили, поки випалюємо буржуйку на вулиці. Так що велика тобі подяка. Сьогодні випалимо, завтра вже будемо грітися. Може ще сьогодні. Давай, тримаємося купи. Кому спасибо? Александру и Владе. Это уже не первые от них буржуйки, и еще по одной читаюсь, когда получу отчет сам. Вопрос. Пару слів на рахунок Романа Дудіна, якого арештувало шоблозе. Дякую. Не очень в курсе, ему инкриминируют оставление места службы и даже действия в интересах врага. Судя по фото на рабочем месте, портреты жесткий совок совершенно в рамках системы. Мне сказать нечего, отнимать время не буду. Ваше відношення до блогера Микола Рушниця. Дякую. Первый раз слышу. Чат-рулеточник. Послушаю пару видосов, но не думаю, что имеет смысл обсуждать. Дядька делает свое дело. Показывает, дабы дурь каждого видна была. Член украинской спилки блогеров. Пенса в нее тоже звали, было дело. Крамолы в просмотренном не услышал. Я что-то слышал, что взрывчатку между Крымом и Херсонской областью не подорвали. Если есть инфа по этому поводу, то хотелось бы подробно. Всем хотелось бы подробно, мне в том числе. Но я отвечу прямо сейчас, вот этим скрином от деда. Легеньке питання. Як почалась співпраця з «Історія без міфів»? Очень просто. Мы давно дружим. Очень давно. Задолго даже до Майдана. Когда мне позвонили и спросили о цене вопроса в содействии в работе по новому каналу, ясное дело, мой ответ был очень коротким. Так и живем. Мы не разделяем политические и некоторые другие взгляды друг друга полностью. В десны не целуемся, с семейных вечеров по пятницам под пиво и тортик не проводим. Тем не менее, мне кажется, мы боремся с одним и тем же врагом, и поэтому всегда отвечаем на звонок и перезваниваем друг другу, если звонок был пропущен. А еще мне очень нравится, что эти ребята не принадлежат ни к какой политсиле, потому имеют полное право говорить и делать все, что считают нужным. Чому вони самі не усвідомлюють весь свій ступінь деградації? Чому вони не хочуть признати, що ми не брати і сестри? До них росте ненависть з кожною ракетою, з кожним пострілом, з кожним їхнім кроком на нашій землі. Навіть якщо 1000 поколінь наших нащадків пройдуть, того, що було до 2014 року, не буде. Мені мерзенно і бридко їх навіть назвати. Але це моя думка, і я маю на неї право. Бо я українка і вільна в своїй Україні. Я не втекла, не опустила руки і дух. В мене стало більше мети і прагнення самої перемоги. Слава Україні! Слава воїнам, що нас боронять! Потому что они, все покоренные ими народы, заставляли себя любить. Уничтожали мужчин и подростков, заселяли опустевшие поселения инородцами. От браков рождались русские. Кто из местных был согласен любить, покориться, тех оставляли в живых. Они не понимают отношений иначе. Пример бьет, значит любит. Представляете, это в украинском этическом дискурсе подобный постулат.
Так, 2 слова про наши пенаты. Хлопцев на нуле постоянно куда-то перебрасывают, везде. Наших подче это тоже касается. Поэтому машины – общая наша головная боль. Бо не втіку чхать с высокой башни на эти запросы. Я вам больше скажу. Начат процесс отжимания волонтерских машин. Пока на уровне частей ТРО и усиленной проверки на блокпостах, но лиха беда начала. В первую очередь это касается тех машин, которые не оформлены должным образом. Тем не менее, на следующей неделе нам обещают отдать доведенный до ума пикап. Я сделаю про эту поездку ролик. Постараюсь. Мне кажется, важной частью работы канала отчет о потраченных донатах. Черкните пару слов в комментах, плиз, а? В этом нашем новом пикапе перебрано все, включая работы по раме той Наварры. Про все расскажу в отчете. На сейчас собрано донатов в банке 162 тысячи почти. Из них надо 270 тысяч потратить деду. Скрин с запросами покажу. Учесть траты на поездку в Херсон на эти выхи. Идея этой поездки возникла случайно. Просто дружественный фонд не может одним махом отвести все запросы, поэтому подключаюсь я. Расскажу по результатам. Учесть траты на поездку в ЧЕ. То есть вы видите, что мы входим в большой минус, и вся надежда на ваши донаты, иначе не выгребем. Еще. Хлопцы из-под Херсона просят помочь с грузовиком повышенной проходимости, и мы пока не можем ничего путного придумать. Они согласны его купить сами, сбросившись подразделом. Мы постараемся этого не допустить. Впрочем, пока что и вариантов особо нет. Они изначально просили помочь найти им ГАЗ-66. Ну, слушайте, эти машины в таком состоянии, что я даже не взял бы ее в огороде ездить. Как на них ездят на нуле, и представить боюсь. Но вопрос закрыть надо. Мысли есть у кого? За донаты на это дело хлопцы обещали прислать отчет сразу с Урала. Все. Закрываю тему отчетов донатов пока, а то снова скажете, что задолбал. Кланяюсь в ноги за донаты, дякую нормальным голосом и прекращаю говорильню на этот счет. Потреби я і так уже всі описав. Вопрос. Скажіть, будь ласка, чому США допустили Єрмака на зустріч з Байденом? Їм же відомо, що він кіт. Отвечу цитатой. «А теперь, — сказал Атос, закутываясь в плащ и надевая шляпу, — теперь, когда я вырвал у тебя зубы ехидно, кусайся, если сможешь». Штаты очень хорошо знают, кто такое и что такое Ермак. Его проделки и шалости с государственным коштом им отлично известны. И даже если ему пожали руку для памятной фоточки, мы не знаем, что ему, установщику ларьков времен депутатства Эльбруса Тадеева, было сказано за закрытыми дверями в режиме тет-а-тет. Наш Бицуха тоже, думаю, получил свою порцию освежающего за закрытыми дверями. Но Вашингтон даже с Бункерным продолжает общаться. Через губу, но тем не менее. Таковы реалии любой политики. Давайте представим, что Ермака не пустили в Америку. Вот вообще. Садили с поезда и отправили в Нацгвардию. Что произойдет через секунду? Ну ладно, через 3. Мудрый американский народ ТМ задаст простой, как падение рейтинга, вопрос. Погодите-ка. То есть вы хотите официально сказать, что в правительстве Украины находится реальный русский шпион? Это что ж получается? Вся наша помощь, все наши налоги — это просто замыливание глаз? И я просто напомню, что в развитых демократиях не принято никого прямо осуждать до тех пор, пока нет приговора суда, иначе тебя посчитают обычным проходимцем. А теперь представьте последствия такого безрассудного шага для всего мира и для Украины в частності. Пенсе, хто, на вашу думку, міг би бути максимально корисним як президент для України? За кого б саме ви віддали свій голос? Ну, тут можно выбирать среди тех, кто а. уже себя показал, б. обещал себя показать, в. оптимален согласно Конституции и г. согласно текущих реалий. И все эти ипостаси будут разными и будут хороши для Украины разных состояний. Пока что, и это не тайна, даже для Банковой и остальных врагов, иначе бы не возбуждались от его фамилии так сильно, наиболее эффективным видится 5-й президент, несмотря на его попытку понравиться всей своей программой. Есть потенциально еще несколько человек, которые могли бы быть интересны, но они для другой Украины, плюс их публичная известность колеблется ниже уровня статистической ошибки среди ширнормасс. И самое главное. Президентом должен быть тот человек, у которого есть не только желание сделать всем хорошо, но и возможность, то есть ресурсы, деньги, время, здоровье, помощники, единомышленники, свои, а не Бенины,
Люди, верные тебе и Украине, а не Пинчуку или Ахметову. Это очень важный момент. Ибо чужие деньги работают на чужие достижения, равно как и помощники чужие делают тоже. Эта формула проста. Возьмите любого претендента на пост президента Украины, рассмотрите его под таким углом, и вам станет ясно, как божий день, кто потянет, а кто нет. Добавьте к этой схеме умение формулировать и высказывать свои мысли без подготовленного профессионального сценария на бумажке, и вам станет еще проще сделать выводы самостоятельно. Коли Єрмак постане перед эшафотом? Разве что в случае, если на эшафоте будет Зеленский, не в качестве палача. Если без шуток, в наших реалиях никогда. Народ радостно изберет Вовика и на второй срок, и на пожизненное правление. А без Єрмака тот недієспособен. Що мають зробити люди, щоб прибрати недолугу владу, яка тільки шкодить і будує автократію, а з часом диктатуру? Думать. Желательно головой. И продолжать это делать даже в толпе. Ради этого, собственно, канал и затевался, чтобы каждый из нас начал использовать свою голову по прямому назначению, а не только для їди или мейкапа. Добрий день, шановний пан Пенс. Дуже вдячна, що робите гарну аналітику і добру справу щодо допомоги нашим військовим. Сама долучалась до донатів. А тепер хотілося б питання задати. Не створи кумира свого, але із самого початку не вірила в зе. Але вірю Залужному, адже є залізобетонні підстави. Чи можливо йому стати предметом, мабуть, малось на увазі президентом? Адже його військова стратегія і тактика на даний час ох як на часі. Заздалегідь вдячна за відповідь. Все буде Україна. Тримаємося. Политика – слишком грязная штука для военных. Они все же привыкли к каким-то рамкам и правилам. А политика, тем более наша, этого не умеет. Залужный хорош на своем текущем месте. Захочет большего – он, сам, лично. Будем посмотреть, потому что когда Кривонос пошел в президенты, его программа вызывала некоторую оторопь. Добрий день. Питання. Як боротися з коррупцией в умовах военного стану? Не знаю. Нужно, наверное, учить законы о НАБУ, о прокуратуре, о НАЗК, об обращениях граждан. Мелких можно с помощью местных антикоррупционных структур гонять, а потвор из дома напротив химер пока только через посольство Ж7. Сколько разного и нарядного рассказывает Лео Герас. И, хотя Демсакира добивается, сколько они называли чертом Деркача-младшего. И добились своего, но через Вашингтон. Называли чертом Шевченко, хотя там еще эпизоды по Тарабанку не вошли в обвинение, хотя времени и сил у них это забирает. Ой-ой-ой. Хто здав Херсон? Ваша думка з цього питання. Постскриптум. Вітання від мешканця Миколаєва. Слава Україні. Вітання, Миколаева. То, как был захвачен юг страны, не оставляет сомнений в том, что не только доблестью и полководческими талантами вражеской армии. На этот вопрос должно ответить расследование, восстановленное по дням и часам до и по минутам после нападения, как и на многие другие вопросы. Но один вопрос мне не дает покоя уже сейчас, и я знаю на него ответ. Если у руководства страной стоят строго определенные люди, круг этих людей и их имена всем известны. В их должностные полномочия входило и такое – защита суверенитета страны. Именно их приказы о разминировании перешейка в том числе привели к молниеносной сдаче территорий. То почему же у нас постоянно возникает вопрос «Кто?». Возможно, стоит его перефразировать. Если это не Зеленский сдал Чонгар, то кто еще мог это сделать? Цікава ваша думка. Яка політична сила варта присутності у Верховній Раді України у майбутньому? Саме варта. Прізвище політика чи громадського діяча вартого бути наступним керманичем України. Партия любая проукраинская, желательно программная, а не лидерского типа, авторитет которой строится и держится на работе, начиная с местных советов, но это все равно ставит телегу впереди лошади, в первую и главную очередь качество партии и принимаемых ими решений на всех уровнях зависит от каждого из нас, от избирателей. Не бегаем мы за гречкой, партия регионов осталась бы региональным клубом по интересам кучки бизнесменов и бандитов. Не развешивая мы уши, Юлия Владимировна даже не дошла бы до Качановки, уйдя в безвестность значительно раньше. Верить нужно тем, кто предлагает пахать всем нам и пашет сам. Знаете таких? Вот они пусть и будут в ВР. Что до персоналии во главе, вот это не важно. Вот совершенно.
Вот у нас Гудвин великий и ужасный, совершенно виртуальный персонаж. С 19-го года любим и обожаем толпой. Пилит видосики и ничего больше. Короля все так же продолжает играть свита. Не стоит зацикливаться на персоналиях. Мы же не восточная деспотия. Нужно концентрироваться на выстраивании функциональности механизмов, если мы хотим получить именно услуги от государства как сервиса, а не бить челобитной царю каждый раз на деяния плохих бояр. Кроме того, мы уже миновали ту начальную стадию становления гражданского общества, когда для толпы критически важна была харизматичность лидера. Да и не в нашей культурной традиции иметь одного царя. Мы все ж тяготеем к ситицентричной модели 3 гетьманов. Тем не менее, приемлемую для меня формулу оценки лідера я писав вище. Доброго дня, шановний Пенс. Ваше відношення до Аркадія Бабченко, мабуть, малося на увазі таке ставлення. Розжурналіст двічеченський та хороший руський. Якесь неоднозначне почуття до цього. Дуже хочу почути вашу думку. Слава Україні. Дякую. Нет, он не хороший русский. Он полезный русский. Хотя бы тем, что не мечтает о хорошей России будущего. Он говорит, что у России нет и не должно быть будущего. Вдобавок гоняет авто до границы с Украиной. Почему-то теперь ему въезд запрещен в Украину. Собирает донаты на медицину для нуля. То, что он говорит, не всегда приятно. Не всегда можно принять, но зачастую он прав и видит немного дальше очень многих наших ломов. Привет, дорогой Пенс. Не нашел, как еще связаться, поэтому выхожу здесь, в заявленном формате. Автомобили для передовой нужны, можем подбирать в хорошем состоянии и пригонять. Для всех, кто ищет связи с Пенсом, связаться всегда можно через почту. Она указана на канале в разделе «Про канал». Она там всегда. Так на всех каналах, на всем Ютубе. Подбирать и пригонять машины – это хорошее дело. На каких условиях? Мы – это кто? Как это все оформлять? Как проводить? Где ремонтировать? Кто и как оплачивает? Барык на рынке валом и даже трошки больше. Поэтому если у вас предложение пригнать и отвалите, больше помочь нечем, дайте денег – это не к Пенсу. В остальном все можем решить через почту. Всегда. В скором времени отдадим готовый пикап для Че. Сейчас подыскиваем грузовик повышенной проходимости для херсонских степей. Это вообще оказался квест тот еще. Задачка с таким количеством неизвестных, что мне пока нечего на эту тему сказать. Проблема просто громадная, а решения нет. Разве только новый гундосик вечером посмотреть. А вось там небритый в зеленой футболке подскажет, где за недорого купить хороший проходимый грузовик грузоподъемностью от 5 тонн с приводом 4х4. Вы не замечали, в едином марафоне не появлялась информация, нет? И Зеленский не затрагивал тему. Странно. Значит, все нормально. Мне просто привиделось, что хлопцам нечем ездить на нуле. Бывает. Зато не втік. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Пенс. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.